в абсолютно разных сферах жизни у вас могут быть абсолютно разные уровни зрелости. Вы можете быть в одной сфере ребенком, а в другой сфере взрослым. Где-то вы уже философ, а где-то вы еще раб лампы. То есть маленький травмированный ребенок, который еще не стал творческим ребенком. То есть это нормально. Но ненормально не использовать своего взрослого, то есть ту сферу жизни, где у вас уже все хорошо, не использовать ее для того, чтобы улучшить те сферы, где у вас, где вы застряли в этом ребенке, который никуда не делает, никуда не двигается и верит в эти убеждения. Он верит, что он плохой, он верит, что если деньги любят что-то, он их не считает, то у него не получится, работать надо тяжело. Он еще во все это верит. Но когда вы сейчас проходите этот мастер-класс, независимо от того, какой у вас 5 минут назад был уровень зрелости, когда вы начинаете так творчески относиться к своим убеждениям, к своим парадигмам, вы становитесь взрослым, то есть вы становитесь творцом. Мне хочется сейчас дать очень интересное определение взрослого человека. Оно простое. Пару минут назад я сказала, что если вы родились, например, и ваша ведущая энергия была огонь, то когда вы стали подростком, вы добавили вторую энергию. Когда вы стали юность, вы добавили третью. А когда вы стали взрослым, у вас работают все 4 энергии: земля, вода, огонь, воздух. И поскольку это метафора для тех, кто учился в каких-то моих курсах, где мы говорим об этих энергиях, я бы хотела из этой метафоры, из этой энергетики перейти, что 4 участка мозга: сенсорика, логика, этика и интуиция. Сенсорика – огонь, этика – вода, интуиция – воздух, логика – это земля. И взрослый человек – это тот, у кого внутри активизированы все 4 участка мозга. Да, один ведущий, Ленчик, помнишь, мы говорили сегодня, один базовый, другой ситуационный, третий ролевой, четвертый рефлексионный. То есть там в одном больше энергии, в другом меньше, а в четвертом совсем мало. Но там столько, сколько тебе надо. И вот когда ты умеешь пользоваться всеми 4 участками мозга, или если использовать сегодняшний разговор, когда вы научаетесь пользоваться своим состоянием ребенка, подростка, юноши, вы становитесь взрослым. Тогда, когда вы гармонично используете свои разные уровни зрелости. Вот это делает вас творцом, и это несложно. Это заложено в нас. Это так взрослеет человек. Проблема, когда вы пытаетесь в этом застрять, страдать и не взрослеть. И сегодняшний мастер-класс – это один из инструментов выйти из этого страдания. Как страдаете вы? Я говорю вы, я, как мы страдаем. Есть какое-то убеждение, которое висит над нами дамокловым мечом. У меня ничего не получится. Я никто и звать меня никак. Я жалкая, ничтожная личность. Деньги любят счет, а я их не считаю. Я жадина, у меня ничего не получается быстро. Мое время ушло. Неважно, любое убеждение, под которым вы сидите, и оно перекрывает вам ваше движение. Оно звучит в ваших ушах, оно регулярно повторяется, и вы все время на него реагируете. Как? Верите ему. Вы верите заезженной пластинке. Вы верите одному и тому же голосу. У меня была клиентка, я ухожу от темы сейчас, но вернусь. Была клиентка, которая, она маршал Жуков по психотипу, с очень такой задавленной агрессией. И она говорит, у меня внутри такой голос, который мне говорит все время, чтоб ты сдохла. Нет, как-то... Чтоб тебя разорвало, вот. Чтоб тебя разорвало. Я говорю, хороший голос. И как тебе? Она говорит, ты понимаешь? Я этот голос, я глаза закрываю и слышу, там чтоб тебя разорвало.
Я говорю, кто же это говорит? Она говорит, ну, я думаю. Ну, и начинает мне рассказывать, ну, там, что это моего там второго мужа, первая жена, она на меня, ну, навела порчу. Ну, проходит полгода. Кстати, полгода у меня есть клиент, мы встречаемся там, ну, с какой-то периодичностью. Через полгода мы обнаруживаем, что это она говорит своему папе, который подавлял ее агрессию в подростковом возрасте. И поскольку сказать вслух она боялась, она это говорила внутри себя. И этот голос продолжает, ну, в моменты, когда ей что-то, она делает что-то, ну, для себя неподходящее, этот голос, когда она мочит себя, когда она себе что-то, ну, не то делает, но этот голос ей говорит, чтобы тебя разорвало. Она его слышит, и она давно думает, что это голос, ну, кого-то. Она говорит, это демоны, ты что, это демоны. Я говорю, поверь, я знаю психику человека, ну, так же, как свою квартиру. Там нету демонов. Ну, нету ни демонов, ни дьявола. Ну, хоть ты тресни, там ничего, кроме любви, нету. Но и там есть твой голос, который, ну, запрещал твоему папе, или, ну, чтобы он тебя, ну, мучил. Это был голос твоей любви. Кто-то внутри тебя, кто тебя очень любил, твой подросток, который хотел, чтобы этот козел наконец заткнулся и перестал тебя мучить. Это голос тебя любил. С тех пор, когда она слышала этот голос, чтобы тебя разорвало, она понимала, что этот голос ее любви. Ну и голос очень скоро замолк. Она перестала его бояться. Она стала его любить. Она стала слышать, что этот голос всегда включается в ней, когда она или кто-то, ну, пытается причинить ей вред. Я это рассказываю для того, чтобы вы осознавали, что там внутри нет никого, кроме вас. И вот вы сидите маленьким ребенком под этим текстом. Мне достаточно жалкое лицо? Ну, короче, я стараюсь. Вот. Вы сидите, вы реально, ну, мучаетесь, потому что это убеждение мешает вам расти в той сфере, где вы хотите вырасти. Эта мысль останавливает вас, потому что вы верите этой мысли. Вы считаете ее истиной, а себя, который куда-то собирается двинуться, ну, идиотом. Вы не доверяете своему, ну, росту, своей душе, которая растет. Но вы доверяете вот этому голосу. И мой мастер-класс про то, чтобы вы отнеслись к этому тексту, к этому голосу, к этой надписи, к этой табличке «Деньги любят счет» или что-либо другое, отнеслись творчески, с юмором. И тогда вы обнаружите, и тогда вы обнаруживаете, что она реально табличка, это реально доска, на которой написан, ну, некий текст, который не меняется. И если вы эту доску возьмете, чтобы перейти из пункта А в пункт Б, ну, это будет прекрасный мостик. Если вы будете использовать эту доску, чтобы плыть по реке и грести ей как весло, ну, она будет прекрасным веслом. Если вы сделаете 2 подпорки и положите ее поперек, это будет скамеечка возле вашего нового дома. Если вы будете это использовать в своих интересах, это будет вам служить. Причем будет служить верой и правдой, потому что в этих убеждениях много силы. С ними не нужно бороться. Со временем, когда вы начнете к нему вот так творчески относиться, это убеждение само растворится. Но когда вы с ним боретесь, оно приобретает силу. Оно становится еще более упругим. Когда вы пытаетесь его сжечь, знаете, давайте напишите свои негативные убеждения, порвите их и сожгите. И попробуйте потом увидеть, остались эти убеждения у вас или нет. Они, ну, возвращаются с новой силой, они свеженькие, потому что вы боролись против них. Вы им дали силу. И они через какое-то время вы обнаруживаете, ой, они на месте. Единственное, чего они не выдерживают любви, благодарности, чувства юмора, ну, вот такого творческого отношения. Тогда они потихоньку начинают, ну, растворяться. Но вначале они очень хорошо вам послужат.
Из-за того, что весь ваш мозг, извините, что я говорю ваш, потому что Диану я сажаю сюда, весь наш мозг состоит из таких убеждений. Какие-то сильнее, какие-то слабее, какие-то родовые, какие-то ваши личные. То есть мы все, мы состоим из бесконечного количества программ. Как только вы обнаружили, что есть какая-то мысль, которая все время попадается вам на вашем пути следования, которая все время вас останавливает или расстраивает, или убивает вас, поработайте с этой мыслью. Оденьте цилиндр, возьмите волшебную палочку, снимите цилиндр, поместите туда это убеждение, там-тарабах, там-пах, и вылазит кто? Кролик. Беги, зайчик. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.